Я этого долго ждала. Хэллоуин. Честно говоря, я ждала его с таким трепетом и даже с каким-то страхом, возможно, потому что та идея, которая возникла у меня в голове для хэллоуинского видео, это было что-то невероятное, грандиозное, но при этом я понимала, что у меня недостаточно знаний, опыта, терпения и сил для того, чтобы воплотить это в жизнь. 4 дня я потратила на то, что я просто ходила в какой-то панике с мыслью о том, что хэллоуинского видео не будет. Хэллоуин — это тот день, который, я думаю, каждый из нас очень любит и ждет. Но если вы все-таки видите это видео, это значит, что у меня получилось. Моя идея. Изначально я хотела сшить винтажное хэллоуинское платье. Точнее, винтажный хэллоуинский костюм, а именно костюм 20-х годов прошлого века. Есть очень много разных журналов того времени, в которых показаны иллюстрации разнообразных костюмов 20-х годов, и они такие невероятные, я в них просто влюблена. Мне очень хотелось бы сшить что-то подобное. Но потом я случайно наткнулась на одну газету. Это была газета конца 19 века. И в этой газете были представлены иллюстрации хэллоуинских костюмов. Очень забавно, но в то время девушки на Хэллоуин могли одеться в костюм патриота, либо в костюм пастушки, либо даже в костюм горничной. Но самый популярный костюм был, конечно же, костюм ведьмы. И я начала уже целенаправленно искать подобные вырезки из газет 19 века с костюмами ведьм. Конкретно я решила сделать реконструкцию вот этого платья, но с небольшими изменениями. Так вот, кошек в моей жизни хватает, поэтому я решила заменить их на летучих мышей. Мне эта идея безумно понравилась, и я уже просто представляла в своей голове это платье. Но тут я словила ту самую панику, потому что я никогда в своей жизни не шила такие, полноценные платья, можно сказать. 4 дня, как я уже говорила ранее, меня не отпускало это паническое состояние. В итоге я дотянула просто до последнего, и у меня оставалось полнедели до Хэллоуина, то есть до сегодняшнего дня, и я взялась за работу. И в таком же паническом состоянии мой мозг начал работать, чему я была безумно рада, и я успела. Я успела сделать почти все задуманное. Ну что, сейчас я желаю вам приятного просмотра. Счастливого Хэллоуина! Я зарисовала все, что мне нужно для моей викторианской ведьмы. Это, конечно же, платье, кейп. Вместо метлы я решила сделать волшебную палочку Белатрисы Лестрендж. И, конечно же, шляпа. В качестве основной ткани я выбрала вот такую потрясающую ткань шикарного горчичного оттенка. Но, чтоб вы знали, это просто штора. Меня привлекла ее фактура. Из ненужной рубашки я сделала макет, перец, спинка и рукав. А за окном снова идет октябрьский дождь. Так, все, паника прошла. Я сделала макет, даже получился рукав. Как-то так это выглядит. Сзади будет выточка. И спереди, скорее всего, здесь тоже буду делать выточки. Вот так вот, все можно кроить. Перенесла выкройку на кальку
и приступила к работе над основной тканью. Я решила сделать полностью платье на подкладке, так как эта штора и эта ткань очень сыпется. Я решила таким образом спрятать все швы, чтобы не беспокоить их и чтобы они не беспокоили меня. Сшиваю детали верха платья из подкладки и из основной ткани. Сшиваю также плечевые швы. Подкладка готова. Вот так это выглядит. Так, я уже разутюжила все швы. Я все еще думаю, стоит ли делать выточки спереди. Мне пришла одна идея по поводу застежки. Что? Что? У меня были варианты сделать пуговицу, у меня были варианты сделать змейку потайную, но у нас же 19 век, значит, нужно соответствовать. И какие у меня идеи? Я подумала, что было бы неплохо сделать шнуровку по типу корсетной шнуровки. Плюс ко всему это удобнее, потому что я смогу себе затянуть, и оно будет точно, стопроцентно будет сидеть хорошо, везде облегать так, как должно. Стоит ли мне делать выточки спереди? Потому что, если вы помните эскиз, тут еще будет вот такая белая вставка. В общем, я в сомнениях, я пока что не знаю, что делать. Пока что будем сшивать основу с подкладкой. Как я уже сказала, сшиваю основу с подкладкой по горловине. Вот так аккуратно сейчас выглядит горловина верха платья. Обработала срезы на спинке и загибаю эти края еще на 2 сантиметра, чтобы еще больше уплотнить планку, где в будущем будут располагаться люверсы. Я долго думала, какое же кружево использовать. Возвращаясь к нашей газете, мы видим, что на рукавах довольно-таки длинное белое кружево. В итоге посмотрите, что я нашла. Прокладываю строчку по краю, чтобы в будущем сделать сборку. Тяну за одну из нитей и вуаля! Складываю срезы рукава лицом внутрь и прошиваю.
Я уже разутюжила швы, осталось немного присборить наш рукав и втачать его в платье. Подкладку в рукава я не стала делать, потому что, честно говоря, я просто запуталась и я не знаю, как сделать это правильно. Поэтому я решила выйти из этого положения вот таким образом. Я просто подвернула края подкладки по краю проймы и прошила вручную. Да, шить вручную — это не быстрое занятие, но я получаю неописуемое удовольствие от процесса ручного шитья. Я решила подобным кружевом украсить горловину платья, поэтому опять же прокладываю строчку без закрепок и делаю сборку. Я решила, что вот эту белую переднюю планку с черными бантиками я нашью поверх. Поэтому выкраиваю просто прямоугольник, прокладываю сверху и снизу опять же строчки без закрепок, чтобы присборить. Приколола кружево изнутри горловины, чтобы потом его вывернуть и проложить еще одну строчку поверх него, чтобы этот неаккуратный срез был внутри. Пристрачиваю белую планку по краям. И основа верха платья готова. Теперь можно приступать к юбке. Я выкраиваю прямоугольник длиной 1 метр, а шириной 2 метра 20 сантиметров. Снова проложила строчку без закрепок и присбариваю эти 2,20 метра в 60 сантиметров. Талия должна максимально облегать в этом платье. Плюс мы его еще подзатянем, и будет то, что нужно. Это будет очень густая сборка. Мне уже нравится. Середину переда я решила не присбаривать. Скалываю и сшиваю верх и низ платья. Низ платья я также решила обработать подкладкой, моим красным шелком, и его я также пришила вручную. Я не хотела, чтобы появлялись дополнительные отделочные строчки по лицу платья, поэтому это я тоже решила пришивать руками. Я нашла у себя потрясающий черный шелк. Из него мы и будем с вами делать бантики для платья, всех летучих мышей. Нарезала и отутюжила прямоугольники шириной с эту белую планку. Прикалываю и, да, опять же пришиваю вручную.
Бантики у меня получились из этих прямоугольников благодаря нескольким стежкам. Также из моего черного шелка я выкроила длинную черную ленту, которую, как вы помните, из газеты мы должны пришить на подол платья. Настало время установки люверсов. Раньше я всегда боялась этого момента, но сейчас я его с нетерпением ждала. Делаю разметку. Я решила устанавливать люверсы каждые 3 сантиметра. Я пока не обзавелась установочным аппаратом, поэтому устанавливаю люверсы при помощи того, что попадет под руки. В моем случае это канцелярский нож и пассатижи. Я очень довольна результатом, который у меня получился. Еще меня радует, что их получилось установить действительно очень надежно. Кейп. Да, к сожалению, у меня закончилась моя желтая штора, поэтому кейп будет черный. А в качестве подкладки для него я решила использовать тот же красный шелк, который я использовала в платье. Сшиваю основной шелк с подкладочным, сложив их лицом к лицу по всем срезам, кроме горловины. Через нее мы будем кейп выворачивать. Вы еще не забыли про шляпу? Вырезаю поля шляпы из двойного гофрокартона. Он хорошо держит форму, но есть минус, он очень тяжелый. Я не сняла, как я делала воротник, но я рассказывала подробно об этом в своем прошлом видео. Обязательно переходите по подсказке сверху и смотрите. Поля шляпы готовы. Обтягиваю их тканью и прошиваю все вручную. Здесь уже, конечно, машинки не будет. Осталось сделать конус, который я отдельно обтяну тканью и опять же вручную пришью к нашим полям. После чего оставшиеся припуски, которые у нас есть на полях, я просто подверну внутрь шляпы и все это закрою подкладкой. Я люблю, когда все красиво и никаких швов не видно. Снова возвращаемся к нашей газете. На шляпу нам нужна черная лента. Я и на подол платья могла пришить просто купленную черную ленту. Но нет, я решила сама выкраивать ее из шелка. На шляпу я купила черную ленту. Также я приобрела шнурок, которым я буду зашнуровывать платье, и крючки, которые я пришью к кейпу.
Шляпа готова, осталось вручную пришить подкладку. Для волшебной палочки мне понадобится плотная проволока, немного фольги и горячий пистолет. Оборачиваю проволоку фольгой и формирую палочку со всеми характерными выпуклостями, как у палочки Белатрисы Лестрендж. Все это, можно сказать, просто заливаю горячими гвоздями и носиком горячего пистолета вырисовываю характерные древесине трещинки. Осталось палочку покрасить. Ах да, забыла, сердечная жила дракона уже внутри. Вы еще не забыли, что наше платье должно быть усыпано летучими мышами? Выкраиваю этих мышек из моего черного шелка и пришиваю вручную. Наш костюм готов.
Нокс.